Приветствую вас, мои ласточки! Сегодня мы будем говорить о том, что делать, если мне не хватает внимания. Тема «мне не хватает внимания», она сейчас остра как никогда. И независимо от того, находитесь вы в доме, в карантине у себя, в одиночестве в полном, либо вы находитесь в карантине со своей семьей вместе, столкнуться с проблемой, когда мне катастрофически не хватает внимания, и я не знаю, что с этим делать, может любая из нас. Скажу вам сразу, это абсолютно нормально. С вами я, Алла Касаткина, я психолог, который помогает женщинам быть счастливыми и любимыми, и мы продолжаем разбирать, а что же делать, если мне не хватает внимания. Смотрите, какая штука. Первое, что приходит в голову в такой ситуации, я сейчас пойду, кому-нибудь напричиняю добра, и мне вернется старицей. Я сейчас буду кому-то звонить, я сейчас буду что-то у кого-то спрашивать, но чаще всего такие вещи заканчиваются жалобами. Я им звонила, я к ним проявляла внимание, я даже о них заботилась, а они мне слили на меня свой негатив или свои тревоги, свое дурное настроение, свои проблемы выгрузили на меня, положили трубку, и я осталась наедине сама с собой, со своим одиночеством, с нехваткой внимания, и плюс еще к этому добавилась злость. Мои дорогие, это не работает. Если вы хотите внимания, вам его не хватает, а вы идете и пытаетесь причинить добро кому-то, мои дорогие, вы в ответ получите в лучшем случае вот такую большую дулю, в худшем случае вам на голову свернут все, чего у них накопилось, и они не знали, куда утилизировать, и вы будете в этом захлебываться еще больше. Это не работает. Не работает еще такой способ. Когда нехватка внимания уже накрывает, я буду гордо молчать, и пусть эти гады догадаются, что мне не хватает внимания. Обычно я на такое отвечаю одной фразой: мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Извините, мои хорошие, как бы сейчас обидно не звучала эта фраза, но это выглядит именно так. Вам не хватает, вы заткнулись и сидите, ждете, пока кто-то догадается, когда у всех в голове вавка. Сейчас, простите, да, мы все в переполохе, мы все в тревоге, мы все в страхах, как в соплях. Мы все в этом, по уши. Но если вы молчите, никто не вспомнит, потому что сейчас обострены базовые человеческие инстинкты. Каждый начал думать за себя, тянуть одеялко на себя. Да, так бывает, и это неприятно, и это точно не совпадает с тем, чего вы ждете. Но я не просто сейчас рассказываю, чтобы вам не понравилось. Сейчас переходим к тому, что делать действительно, если вам не хватает внимания, и вы не понимаете, как с этим справиться. Первое, что нужно сделать, лучше взять лист бумаги и ручку и написать сверху, какого внимания мне не хватает. Объясню сразу, потому что когда мне клиентки говорят, что мне не хватает внимания, обычно возникает у разных людей разные моменты, где они понимают, что это внимание. Потому что на деле, когда мы потом начинаем разбираться, выясняется, что внимание в их жизни есть. Но оно не такое, как им хочется, и поэтому это все отодвигается на задний план и говорится: а мне не хватает внимания. Понимаете, в чем дело? Но когда вы сели и на бумажке написали, что конкретно вам не хватает. Вам не хватает, чтобы у вас спросили, как дела. Вам не хватает, чтобы у вас спросили, а все ли вы запасли. Можете ли вы о себе позаботиться или обезопасить себя на время карантина. Вам не хватает с кем-то просто поговорить. Иногда бывает и так, и это тоже внимание. Вам не хватает, чтобы вас кто-то, разделил ваши страхи или просто буквально посочувствовал вам в том, что вы уже утонули в своих переживаниях и не знаете, куда себя деть. И это разные моменты. Поверьте мне, вот это все вам будут давать абсолютно разные люди. Именно поэтому я сказала, напишите на листочке бумаги, чего конкретно вам не хватает. Охотно верю, что вы сейчас можете сказать: дайте мне всего и побольше. Замечательно. Если вам всего и побольше, вы все равно не унесете столько, чтобы вам навалили всего, и вы все это смогли взять. Вам все равно надо, чтобы у вас 5 раз спросили у вас, как у вас дела. Вам надо раз 10 или наоборот 1 раз, чтобы у вас спросили, есть ли у вас продукты, чтобы вам хотя бы из приличия предложили помощь или еще что-то другое. И это все разные люди. Если не хватает внимания, спокойно, тем людям,
которые вы понимаете, что абсолютно открыты с вами в общении. Звоните, пишите и говорите: знаешь, я готова уделить тебе внимание, но мне тоже внимания не хватает. Мне не хватает вот этого и вот этого. Что можешь мне предложить ты? Я понимаю, что для вас это немножко дискомфортный способ общения. Но, мои дорогие, во-первых, нам всегда даются критические ситуации, чтобы мы освоили какой-то новый опыт. А во-вторых, поверьте мне, люди с радостью откликнутся на вашу открытую просьбу, если до этого особенно вы ходили и дули губки, потому что внимание вам уделяют не так. Вам будут внутри, в душе благодарны за это. А может быть, кто-то вам честно в лицо скажет: ты знаешь, мне с тобой стало проще общаться, потому что я хотя бы понимаю, что я тебе могу предложить. Потому что когда я не знаю, что я тебе предложить могу, я себя чувствую придурочным клоуном на цирке, на базарной площади, где все плюются, швыряются гнилыми помидорами и где невозможно угадать, чем кого развлечь. Потому что у всех разные желания. Никто не любит быть таким клоуном. Все хотят быть победителями. Помогите людям почувствовать себя победителями, потому что если они дают вам то, чего вы хотите, и вы им говорите: спасибо, мне это помогло, он победитель. Даже если он вам отдавал, он себя чувствует победителем, он вам за это благодарен. Мало того, когда вы начинаете ртом говорить о том, что для вас важно, чего вы хотите, люди перестают вам предлагать то, что они до этого предлагали вам из нужного себе. Потому что очень часто другие люди предлагают тем, кто о чем-то просит или вообще молчит, то, в чем испытывают сами дефицит. Понимаете, вы наверняка сейчас вспомните, как вы, желая внимания, усиленно пытались кому-то проявлять точно так же внимание, как хотите получить себе, и ничего не получали в ответ. Вот вам наглядный пример. То есть первое, что сделать нужно: определиться с тем, какое внимание, в каком объеме вам нужно. Сообщить другим людям, даже если вам потребуется 3, 4, 5, 10 раз сообщить о том, чего вы хотите, со временем вы перестанете вообще волноваться. Даже если вам сегодня каждое слово дается как подвиг, вы совершенно перестанете волноваться, потому что вам это будет легко и естественно. И как только вы сообщите способы, какими вы будете доносить. Вы можете позвонить, вы можете написать сообщение, вы можете написать пост в социальных сетях, вы можете написать электронное письмо, вы можете написать через мессенджеры, созвониться через мессенджеры, вы можете устроить видеозвонки, вы можете даже на каких-то форумах или профессиональных тусовках написать: ребята, есть же везде в любых сообществах профессиональных есть болталки, они называются болталками, курилками, там еще как-нибудь вопрос-ответ. И вы можете написать, с кем можно пообщаться. Я готова предложить в ответ, и то, что вам легче всего дается, там, дать совет или наоборот поддержку, помощь, там, подсказки, что-нибудь, вы тоже наверняка готовы предложить. И вы автоматом становитесь не просто человеком, который занимается как вот это: подайте мне попрошаечка, а вы становитесь ценным ресурсом, потому что понятно, чем с вами можно расплатиться ценным для вас. В то время, когда вы испытываете в этом потребность, вы другому человеку сделали то, что ему важно, значимо в настоящий момент, и сами получили в ответ. У вас взаимный обмен и прибавка энергии. Если говорить уже о таких высоких материях. Выиграли все. Мои дорогие, вот прямо сейчас вы можете здесь, если вам совсем не к кому обратиться, вот здесь под этим видео написать, какого внимания вам не хватает. И давайте устроим в комментариях мозговой штурм. Естественно, я вам всем подскажу, куда смотреть, на что обращать внимание, какого внимания вам не хватает. Какие способы вы уже использовали для того, чтобы его получить. Или что вам с трудом дается в понимании вот этого своих затруднений, что у вас не получается с вниманием, из-за чего дефицит. Хорошо? Я готова откликнуться и дать вам подсказки. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, считайте видео полезным, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, давайте удовлетворять потребности друг друга и быть полезными взаимно. С вами была Алла Касаткина. Жмем подписку и лайки, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.